Before we start, you can turn on English subtitles here. Друзья, структура моих шаблонов для сведения довольно разветвленная, и в них обязательно присутствует несколько стемов. В случае с текущим проектом у нас есть стем барабанов, баса, электрогитар, клавишных и синтезаторов, лидирующего вокала и бэк-вокалов. Давайте послушаем каждый из стемов. Стем барабанов, бас, гитары, клавишные, дорожка лидирующего вокала, и дорожка бэк-вокала. Вернемся к припеву. Обратите внимание на уровни сигналов. Они довольно холодные. Я достаточно много времени уделяю установке уровней сигналов внутри микса, так называемому gain-стейджингу. Но есть несколько интересных моментов, которые позволяют мне добавить живости и характера аудиозаписям уже даже на финальных этапах работы над треками. Посмотрите на вот эти регуляторы. Это регуляторы входного уровня сигналов, который подается на стемы. Обязательно на каждом из стемов установлен плагин Metric Hello Channel Strip, в котором активирован лимитер, ограничивающий слишком горячие уровни сигналов. Послушаем и посмотрим, как это работает. С помощью регулятора входного уровня на стеме барабанов я могу поддать громкости и также увеличить давление с помощью лимитера. При этом уровни все время остаются безопасными. И я не переживаю за то, что могу спалить свои студийные мониторы. Увеличиваем уровень еще сильнее. Посмотрите, как работает лимитер. Я могу его отключить, и вроде бы ничего не происходит. А ничего не происходит потому, что активирована обработка на мастере. Тем не менее, если я включу барабаны вместе с другими подгруппами инструментов, вы заметите разницу. Сейчас барабаны слишком перегружают мастер. Активирую лимитер. Вот теперь звучание более безопасное. Выключаю лимитер. Включаю. Несмотря на то, что громкость барабанов слишком высокая, я думаю, вы замечаете разницу в звучании микса. Без лимитера все разваливается. С лимитером барабаны просто кажутся слишком громкими. Уменьшим уровень входного сигнала до изначального и послушаем бас. Открываю Metric Hello Channel Strip и начинаем увеличивать входной сигнал. Лимитер начал срабатывать. Послушаем в миксе. Бас слишком громкий, но послушайте, как он будет звучать без лимитера.
вообще невозможно слушать. Все еще плохо, но более безопасно. Как вы видите, лимитер в Metric Hello Channel Strip реально позволяет держать слишком горячие уровни сигналов в более-менее приемлемых диапазонах громкости. Также неоспоримым преимуществом использования Metric Hello Channel Strip является наличие эквалайзеров, которые позволяют мне слегка подкорректировать частотную характеристику тех или иных групп инструментов уже перед самым мастером. Давайте посмотрим повнимательнее. Например, стем лидирующего вокала. С помощью эквалайзера я немного подчеркнул высокую середину, прибрал нижнюю середину и срезал лишние низкие частоты. Уровни безопасные. Посмотрим на бас. На басу я слегка акцентирую средние частоты. На гитарах работает только лимитер. Но если я захочу, я могу, например, провалить высокую середину, убрать низкие частоты. И тем самым сделать все гитары одновременно контролируемыми. Круто, не правда ли? Я думаю, вы заметили, что на стемах активировано сразу по 2 копии Metric Hello Channel Strip. Одна в самом начале сигнальной цепи, а другая после автоматического эквалайзера Galfas. Это нужно для того, чтобы, если Galfas начнет усиливать какие-то частоты слишком сильно и начнет давать слишком горячий уровень сигнала, еще один лимитер, который стоит в цепи после него, немного вот эту излишнюю громкость прибрал. Тем не менее, в этом миксе такой проблемы нет, потому что я подаю достаточно холодные уровни сигналов на стемы, но иногда, особенно в очень активных миксах, второй плагин приходится как нельзя кстати. В процессе создания моих шаблонов для сведения я перепробовал массу различных лимитеров, но только лимитер, который входит в состав плагина Metric Hello Channel Strip, удовлетворил все мои запросы. А наличие эквалайзера, компрессора и гейта вместе с ним в одной оболочке делает Metric Hello Channel Strip еще более интересным для меня плагином. А какие плагины и ограничители используете в ваших миксах вы? Делитесь своими идеями и фаворитами в комментариях. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на Ершов Микс в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся завтра. Плывите к звуку.